Вот и Тасино. В электричке было тягостно ехать. Вонь такая. Народ там ехал не гигиенический. А здесь вот хорошо. Собрался, полно насекомых, комары, мухи, все что угодно. Но ничего, к комариному аду готов. Есть рифтамид, есть накомарник. Цель данного похода — испытание новой снасти. Но об этом чуть позже. Я творчески переосмыслил одну из снастей, взял с собой червей. Посмотрим, что получится. О, какие тут чудеса. На дубе желтые грибы. Огромные. Сантиметров, наверное, 40 в диаметре вот эти вот. Особенно верхний гриб. Там вот река. Иду ставить свою снасть. А там в той стороне опять эти рыболовы с кружками, свиньи. Несколько бутылок пива, штук 5-6. Мусор. Консервные банки. Все разбросано. Какие же свиньи. Это просто... И кружков понаставили штук 50, наверное. Вот так вот, народ. Вот такие вот грибы. Как сочетается и красота природы, и уродство человеческое. Все есть тут. Все. Кувшинки повылезли. Вот эти вот кубышки, или как они там называются. Вот эти. Вот говорят, там вот щука как раз и любит сидеть. Дуб. Вот погибает дуб. Потому что грибы. Желтые грибы. Вот так-то. Комаров, конечно, много, но не как в тот раз. В начале, когда июня, или когда я там ходил неделю. В конце мая, не знаю. В общем, прошлый раз, когда ходил, было вообще кошмар. Сейчас слепни появились. Слепней много, комаров поменьше. Ладно, пойду ставить снасть. Наездник. Жуткое существо. Откладывает личинки в тела гусениц. Ну, с нашей точки зрения, может, это и неплохо. Но вообще так подумать, что типа как про чужих рассказ. Вот его яйцеклад. Может, это и... Может, он сюда откладывает? Я не знаю. Да нет. Это явно наездник. С таким... О, существо. Чего он тут выискивает? Гусеницу? Тут вроде нет гусениц. Кто ж его знает? Такие вот. На усах белые какие-то есть участки. Что-то он такое выведывает тут. Наездник. Кто знает, как называется это насекомое? К сожалению, я не знаю. Так вот живем и не знаем, как зовут наших соседей. Комаров знаем, мух, а вот этих вот не очень. Комаров, кстати, что-то больше стало. Кусаются. Вот такой вот гриб. Что-то эти желтые грибы много где. Вот это тоже, наверное, дубовый пень. И там около пня, где я на спиннинг ловил. Уже, кстати, потерял одну приманку. Эх, что-то все не везет мне. Не везет.
Вода уходит, воды в реке меньше стало. И в озере в этом тоже. Вот древесные грибы есть. А каких хороших-то грибов? Хороших грибов что-то не наблюдается особо. Ох, какая красота. Ветерок такой небольшой. Я думаю, в этом озере может быть и есть что-то, какая-то рыба. Но я сюда закидывал удочку с червем. Вообще никакой реакции. Здесь вот дух. Вот еще пилить и пилить. Пилить и пилить. Сжигать. Вот так. Стрекоза. Уже такая растительность водная. Вполне себе оформилась. Только начало июня. Красиво. Все было бы хорошо, если бы не люди скотские. Почему вот такие? Сейчас выловил из реки бутылку. Специально рисковал даже. Туда ходил. Вон она валяется. Около костра. Пока палатку ничего не ставил. Ветра взял только 5 литров воды в роднике. Ну, в тот раз 10 много было, а что тащить просто так? Нет смысла. Потом попилю вот там. Гусениц тут вот вроде нет. Погода хорошая. Наверное, может даже искупаться. Но у меня нет полотенца. И комаров, конечно, тут очень много. Пойду сейчас перемет проверять. Снасть-то новая какая. Это перемет. Я туда добавил грузила, чтобы он на дне лежал хорошо. Ну, такие небольшие грузики по 8 грамм. И сами петельки сделал по-другому, чтобы они вдоль основной лески шли. Меньше будет вероятность зацепа. Поставил червей. И закинул с резиной. Вот туда. В воду закинул. Палатку еще не ставил. Да и пока не буду. Попозже. Взял легкий спальник сегодня. Посмотрим, что там. Вон этот гриб на таком дубе. Все, значит, кранты дуба. Раз такие грибы в нем живут. Сам дуб, конечно, огромный. Метр, наверное, может больше в диаметре. Вот так вот. У всего есть начало, у всего есть конец. И у деревьев, даже у мощных дубов таких. У всех. О, где-то тут стоит он. Перемет. Сейчас проверим. Может, что там клюнуло. Хотя вряд ли. Вот тут он, на веревке. Ну вот, смотрите, друзья, как развлекается глубинный народ. Вот так. Вообще просто сволочи, слов нет. Вот это вот словосочетание глубинный народ придумал один человек.
хитрый человек, который искал замену слова «быдло», чтобы не обидеть важную для него аудиторию, но в то же время, чтобы всем было ясно, о чем идет речь. И он нашел такое словосочетание. Не зря драматург около нуля пьесу там какую-то сочинил. Да и вообще всякие сочинял опусы. Вот это вот глубинный народ, или иначе говоря, быдло, скоты. Вот так вот относятся к нашей природе. Вот так. Вот так вот они относятся. Ну а что с этим делать? Как вот это воспринимать? Только отвращение и презрение к подобным людям. Пиво, мясо цыпленка и водичку взяли. Суздаль. Ну, как бы не хочется выражаться, а других слов тут трудно найти. Дерьмо, короче, мерзавцы. Вон тут тоже какой-то косодаку. Маскот. Сюда засунули. Какой-то этот, видимо, был. Воблер. И вот такая вот красота. И вот такие сволочи поганят. Напились, орут. Ну вот что это такое? Не знаю. Вот тут тоже, пожалуйста. Всего-то лишь 63 рубля. 63 рубля. Недорого. Да, очень печально. Очень печально. Приехали на машине, вот там вот где-то с той стороны. Ну, сейчас поехали, пьяные. Вот, все как положено, глубинный. А вот тут еще такие вот дрова. Попадали тут елки. Лесничество не в курсе. Попадали. Лесничество вообще должно заниматься тем, что вот это вот все как-то регулировать. О, интересно. Что ж, вот там головешка каким-то образом оказалась. Приплыла, что ли, во время половодья. Не знаю. Вот такие вот тут завалы. Не дай бог загорится. Что это будет? Пожар. Лесничество. Да, печальная история, печальная. Натыкано жерлиц немыслимое количество. Думаешь, зачем вам столько? Одну поймали вы, две там, 3. Куда вам? Эти щуки, они тошнить будет от них уже скоро. Или их на продажу. Кому они нужны? Не знаю, вот это вот Кружков тоже, вот эти вот негодяи, которые бросили там мусор. Кружков штук, наверное, 30 поставили. Спрашивается, нафига вам столько? Как же вам далеко до японцев, которые одну там рыбку ловят? Что сказать? Далеко. Просто свиньи. Не знаю, такое расстройство. Это место. Так давно я сюда езжу, оно мне очень нравится. И вот какие-то негодяи приезжают и пакостят там. Ну что делать? Идти убирать за ними. Вот как быть? Не знаю. Вообще, конечно,
Это очень печально. Эх, буду сейчас палатку ставить. Насадил еще червей туда. Те черви что-то быстро окочурились. Да, буду палатку ставить, чай варить. Есть особо не хочется. Может, какие сушки поем или сухари. Не знаю. Да, драматург-то знал, о чем говорил глубинный народ. Знал. Эх, сегодня что-то какой-то не очень счастливый день. Оторвалась у меня приманка единственная с поводком. Сделал из толстой лески, ну не знаю. Можете перекусить, щука. Про них всякое говорят, что ничего только там не перекусывают. 0,45, кто знает. Можете перекусит, можете нет. Ну вот горит костер. Палатку еще не ставил. Сейчас надо этим заняться, а то уже начинает темнеть. Вот эта елка, вся та же. Отпиливаю потихоньку, уже виден край елки. Ну, может, еще раза 3-4 костерок погорит. Ну, а сейчас, да, надо здесь вот ставить палатку и делать чай, потому что у меня кончился чай, жарко, хочется пить. Но это я сделаю уже после того, как поставлю палатку. С рыбалкой все печально. Потерял 2 приманки. Поводков у меня нет, оказывается. Не взял я их в достаточном количестве. Сделал из лески, его тоже оторвал. Из 0,45. Один поводочек остался. Ну, леска, конечно, есть. Есть леска. Но не знаю, насколько это эффективно. Поел немного сушек. И вон солнце отражается. Отражается закатное солнце в озерке. Озерце. В общем, в воде отражается. Такой цвет прикольный. Как будто в воде окошко. И там вон оно. Вот так вот. Красота. Не понимаю я, как можно быть в такой красоте, находиться и вести себя так по-свински, как вот некоторые. Не понимаю. Ну, точнее, в общем-то, понимаю, но как-то смириться с этим не получается. Ах. В общем, да, печаль, печаль. Имеем такое богатство. Вот эти леса, реки. Вот эту красоту имеем. И пакостим там, пакостим, как свиньи. «50 кружков поставить, да, натыкать жерлиц, при этом квасить водку, все бросить потом. Ну как так? Не знаю. Мерзко, мерзко. Там вот тоже гриб. Вот такой он. Такой интересный у него вид. Текстура такая. Комаров, конечно, тут дофига. Чуть вот отошел от костра.
Чуть отошел и комары. Но не так, как в прошлый раз. Я вот без накомарника. Ну так, иногда покусывают, но уже вот такого ощущения ада нет. Получше. Если бы не люди, скоты, то вообще было прекрасно. Ну ладно, сейчас я один тут вроде как. Вместе с птицами, с рыбами, которые сегодня не даются никак. С этими деревьями, с ландышами. Вот они тут цветут белыми цветами. Эх. Так все это быстро проходит. Лето. Уже неделя лета прошла. А ждешь его, ждешь. Так долго. И проходит быстро. Тоже вот думал, как быстро все прошло. Жизнь пролетела. Молодость закончилась. Эх, обидно, обидно. Но мы тут не сможем ничего изменить. Не в наших это силах. Только вспоминать. Вспоминать. Сейчас часто я вспоминаю все. Самые разные моменты. И совсем из детства. И из школьного возраста. И позже институт. И позже, и позже. Все вспоминаю. Думаю, ведь это все было когда-то давно. А сейчас вот так. Прошло это все. Прошло. Было много хорошего. А сейчас печаль. Потому что впереди, на горизонте уже вещи совсем нехорошие. Старость, болезни, ну и смерть. Этого я как раз боюсь меньше всего. Болезней, мучительных, инвалидизирующих каких-нибудь, которые делают человека беспомощным. Вот этого, конечно, очень боюсь. Но, опять же, не наш выбор. Кому что дано, кому что дано. Надо найти силы в себе, принять то, что дано. Вот там тоже гриб. Очень прикольный. Причем вот цветы, ландыши красивые. И вот такой гриб. Ух ты. Вот он. Может, я его уже и видел. Гриб. Дубовый гриб. Желтый гриб. Ладно, буду ставить палатку, а позже, после этого делать чай с сушками. Уже ловить сегодня не буду, только, может, проверю этот перемет. Ну, что-то тоже там не особо ловится. Вода теплая, черви быстро теряют подвижность. И, в общем, ловля так себе. Так себе ловля. Это не как в прошлый раз рыболовное чудо было. Палатка поставлена. Долго ли умеючим? Кажется, недолго. Минут 5. Надо здесь еще пройти колышки. Что тут? Корни. Опа. Продавить их все, чтобы ночью или когда... Ночью, кстати, обещается дождь. Ну все, вроде вот. Внутри вот так. Вот странно, что здесь вот эта штучка сделана, сетка. О, вот так. Да еще тут подрастянуть получше. Ну, тут вещи будут. Вот, пока закрою. Она
не совсем идеально сюда становится. Но когда вещи лежат, то ничего. Главное, тент натянут. Все хорошо. То ли этот тент не совсем к ней приспособлен. Не знаю. Вот. Но сама палатка из цельной ткани. Есть вот только тут сетка, дверь. И вот здесь чуть-чуть вентиляционное отверстие. Вот. Сейчас, может, оно, конечно, лучше было целиком сетка, но таких периодов в году немного. Ну, я могу сделать вот здесь дверь сетчатую. В общем, жарко мне не будет. Так, теперь задача чай сделать. Буду опять же на газу делать. Тут у меня вон есть сухари, эти самые юбилейное печенье. Еще у меня где-то есть гречка. Там вот пакетик. Ну, гречку сейчас не хочется есть. Там вот сушки. Как-нибудь продержусь. Мне-то ночь продержаться, до день простоять. Вот сушки, плавленый сыр. И костер подзатухает. Надо пойти что-нибудь пильнуть. Но сначала лучше, конечно, заварить чай. Пила. Вот ей пилил вот это вот бревно. Быстро. Там вот дуб у меня еще есть. Затухает, затухает. Почему? Надо подправить. Пусть горит. Дымит. То, что ветки мешают. Вот. Идеальная палатка, великолепная. Легкая, вместительная, универсальная. В общем, буду делать чай. И валяться вот здесь на коврике. Ну вот, все важные дела сделаны. Заварил я чай зеленый. Поел сушек немного. Горит костер, есть палатка. Все хорошо, только с рыбалкой не очень удачно. Ну, раз на раз не приходится. В костре там горит упаковочка отплавленного сыра. Поел сушки с сыром. Вот сушки. Сушки простые. Самые лучшие простые. Есть с маком, есть ванильные, еще какие-то там. Но мне больше всего нравятся простые. В данном случае простота — это хорошо. Бывает так, что простота хуже воровства. О, какой чай! Крупнолистовой. Но когда сушки простые, это нормально. Да и вообще, как бы, если человек действительно простой, то есть не какой-то там хитренький какой-то, вывернутый, это нормально. Когда он простой, в смысле примитивный, тупой, глупый, вот это простой, это плохо. Так что чай я заварил. Времени-то уже, наверное, около 8 часов. Видел там деда этого, который ездит на лодке в скафандре в своем. Проверяет жерлицы. Множество жерлиц. Вот зачем ему столько щуки? Куда он девает? Внукам посылает, что ли? Коптит. В общем, загадка. Может, сам питается этой щукой. Прибавка к пенсии. Кто знает. Полезная, в принципе. Лучше, чем макаронами питаться одними. Щукой-то. Хотя надоедает. Надоедает. Я вот на Селигере неделю
подряд ел щуку, может даже и больше. И потом уже хочется чего-то другого. Когда поймался лещ, был просто праздник. Праздник был. Ну, так и совсем. Как вот даже в фильме знаменитом такая сцена есть, как человек отказывается есть икру осетровую, потому что она ему уже надоела. Бывает и такое. Я вот, например, наверное, в своей жизни уже и больше никогда не попробую эту икру. В детстве пробовал когда-то очень давно. А сейчас она, конечно, продается, такая дорогая, что мне, как человеку простому, в хорошем смысле этого слова, купить ее не представляется возможным. Вот, так что, наверное, уже и не попробую в этой жизни икру такую. Ну и ничего, небольшая потеря. Зато вот горит костер. Поставлена палатка, коврик. Ну, правда, комары особо не поваляешься на коврике так. Зато есть чай. Сейчас попью чай вот из кружечки. С титановой. Попью чай такой. Пойду проверю еще раз перемет. Но надежды как бы нет. Тут, видимо, уже всю рыбу выбили, какую могли. И щуку, и не щуку. Хотя один червь там был откусан. Но может это ёрш. Ёрш. Вот ерша, окуня бы поймать. Можно сварить супчик такой, уху. Было бы неплохо. Ну, это все мечты. Влажные мечты. Ну, влажные, потому что относятся к воде, к реке. Решил я вот разнообразить костер дубом. Дуб — это хорошие дрова, интересные. Вот отпилил пилой Силки Генки Тимагари. Отпилил дуб такой сантиметров 20 толщиной. Вообще без особых усилий. Но, конечно, он потверже, чем сосна. Но, тем не менее, можно и дуб сухой пилить. Прям запах такой своеобразный. Да, дуб горит. Дуб я люблю жечь. Когда-то давно-давно, больше 10 лет назад уже, был я в Крыму. И там, в горах, жег костер из горного дуба, такой корявый, весь искривленный. И потом уже, когда надо было идти спать, я разбросал угли. И они долго-долго тлели, как лава такая. Вот до сих пор помню это. Эх. Горный дуб. Зимой причем это было. Ну, там зима такая не особо холодная. Снега-то и не было почти. Ну, был немного. Уже ближе к вершинам этих гор небольших. А внизу-то и не было снега. Была вода, зато во всяких ручейках. Водопад я там провалился в один. Хотел набрать воды, а там как раз возле него такой слой льда, снега небольшого. Подошел к нему и туда раз по пояс в воду. Ну, кое-как выбрался. Эх, давно это было. Город Демирджи. Там вот где-то. Уже не помню название водопада этого. Эх, тоже, наверное, не знаю, когда это все увижу. Может, тоже в жизни уже больше не увижу. Ух, какой запах дуба. Офигеть. Да, вот так вот, даже близкий к запаху, наверное, коньяка. Потому что его же выдерживают в дубовых бочках. Такой аромат. Здорово.
Здорово, хорошо, что я отпилил его. Сейчас попью чай. Он уже заварился. И пойду посмотрю, что там у рыб. Посмотрим, посмотрим. Горит костер. Вверху лежит дубовое бревно. А внизу еловое. Думал, сосновое. Нет, еловое. От той елки. Вот. Когда я это все зарядил в костер? Это часа 2, наверное, уже назад. Сейчас 9. А я где-то в районе 7, наверное, часов стал делать костер. Все горит и горит. Будет гореть. Вот там вот лежит бревно. Я сейчас сходил, быстренько отпилил его. Тоже приблизительно такой же толщины, как и то, что в костре. Там вот палатка. Уже стемнело. Ну, сумерки практически. Комары есть, но в принципе я вот сейчас сижу без накомарника. Костер освещается фонарем. Вот. Лежит фонарь. То есть такой фонарь, как видеосвет, выполняет функцию. Вот костер себе горит. Сейчас, в принципе, тепло. Необходимости такой в жаре нет. Горит все тихонечко, дымок. И он еще будет гореть несколько часов. Такое вот небо. В принципе, облачное небо довольно-таки. Вот тут я сижу около костерка. Пью чай. Размышляю. Да, конечно, в этот раз с рыбалкой немножко неудачная ситуация. Ну, что поделаешь. Не бывает так, что всякий раз все удачно. Так не получается. В тот раз было удивительно. Чудо рыболовное было. И ершей я поймал, и окуня, и щуку. И даже линя, которого упустил. А сейчас ничего. Ничего. Но зато вот костер отпилил пилой. И дубовые, и еловые, всякие там бревна. Смотрю на небо с серыми облаками. Неподвижными. И искры летят из костра. Пью чай. Хорошо, вот там вот палатка стоит. Вот она. Горит костер. Летучие мыши временами пролетают тут. Ой. Такой вот антураж кругом. Главное, хорошо, никого нет. Чайник тут стоит. Вода. В той стороне река, где установлена у меня донка с червями. Там вот спиннинг стоит. 2 раза оторвалась приманка. Вот такой костер. Елов дубовый. Такой очень даже симпатичный костер. Там репелленты стоят. Вот. И вот тут тоже дуб. А вот елка. Так что вот такая вот жизнь лесная. Хорошая жизнь. Утро. Пришел я проверить свой перемет.
почти ничего нет, но вот здесь вот наблюдается окунь. Значит, будет уха. И окунь довольно здоровый. Сейчас мы будем его снимать. На самый первый попался крючок. Это крючок EBI Bite Holder. Я тут разные крючки испытывал. Но вообще черви вот эти вот все не обожраты. Надо будет заменять, потому что они что-то какие-то они. Вот, ладно, окунь довольно большой, здоровый, надо снять, пока он в воду не убежал. О, какой! Ну, хоть что-то на червя. Вот, и тут застежечка такая. Эх, не видно ничего. Сейчас я сниму его и будем насаживать новых. Может, еще что клюнет. Посмотрим. Там рыба какая-то булькает. Утро. 9 часов. Вчера думал, что рыбалка совсем провальная. Но судьба смилостивилась надо мной. И в результате был пойман окунь. Вот он. Ну как и размер его показать? Больше ладони. Вот такой окунь. Эта коробочка. Набор называется блесен летних. С детства у меня. Блесен тех уже давно нет, к сожалению. А коробочка осталась. Завод Военноход, что ли, или какой-то такой. Да, далекие времена. Буду сейчас чистить его и варить. Потому что окуней я обычно варю. Довольно здоровый, попался на интересный овнеровский крючок EBI Bite Holder. Такой с длинным цевьем и с зазубринами. Хороший крючок. Еле вытащил из него. Ну, окунь. Это рыба для отвара предназначена. Самый вкус от нее отвар. Ну а щуку, конечно, тут, по-моему, всю щуку выбили, какую можно, этими жерлицами, кружками. Вообще ни малейшего намека на поклевки какие-то щуки. Хотя вчера видел, как одна из жерлиц сработала. И опять же, ее проверили люди, не те, которые ставили. Народ, конечно, у нас атас. Ну, а что делать? Буду, в общем, чистить окуня и готовить вкуснейшую уху. У меня лук есть. Это большое счастье такого поесть блюда окуневого отвара. Само мясо там, ну там и мясо, конечно, есть. Вон он горбатый какой. Здоровый окунь. Для одного человека самое оно. Думал гречку варить. Оказалось, есть лучшая вариация. Окунь. Комары начинают появляться. Так что надо действовать. Надо действовать. Полежу потом на коврике после еды, если не съедят меня комары. От чешуи, но я его, пожалуй, чистить не стану.
довольно здоровый. Окунь. Колючий-то какой. Потроха пойдет муравьям. Жабры. Что тут еще в нем есть? Да и больше и ничего. Даже так чуть-чуть. Да. В общем-то. Комары. Вот. Вот и все. Я вот так их чищу для варки. Вот. Чтобы не было жабр там, не было потрохов, пленки вот здесь. В общем-то немного. Одно мясо. Приличный такой окунек. Ох. Нож надо почистить, а то будет ржаветь. О, едва в кастрюльку влез. Лук. Лук. Традиционно лук, соль, потом добавляется перец. Это действительно самая вкусная уха. Называется блюдо окуневый экстаз. Потому что очень вкусное. Вот так. Ну и надо подготовить ложечку, чтобы снимать пену. Ну вот, пришло время пену убирать. Фу. Пену убирать. Много пены. Ой, комаров тоже дофига. Не помещается в кастрюльку целиком. Котелок в этот, а он на 2 литра. Титановый тоже, все титановое. Так. Ой, комары, комары, надо побрызгаться.
Фу. От жары появились комары. Здоровый, больше, чем в тот раз. Да ничего, сейчас разварится, уже начал развариваться. Да на пену убрать. Да и чтобы комары не съели, тоже важно. Вот черный перец. Фу. Добавлю, пожалуй, немножко и красного. Обычно я не добавляю, но в этот раз хочу поэкспериментировать чуть-чуть. Потом я в тарелку добавлю побольше. А это просто чтобы цвет был поинтереснее. О, какой. Все с плавниками, с чешуей. Варить можно и так. Ну, кстати, уже и запах пошел благородный. Все-таки из окуня самый лучший отвар. Ой-ой-ой, зажирают. Так, надо отрегулировать. Ой, жир пошел. Хорошо. Вот пускай в таком режиме оно и кипит минут 25. Вот. Прям в ухо комар залетел. Что ж такое? Надо пойти срочно побрызгаться. Вот. Пусть стоит. Пусть стоит. Через полчаса будет готова уха. Очень вкусная. Все туда добавлено. И перец, и соль, и даже красный перец. В общем, дары природы. Был такой магазин раньше. Ну вот, что-то уже получается. Комар попал даже в сам суп, в саму уху. Вот он. Уже такой отвар нормальный. А еще поварится какое-то время. Минут 10-15. Чтобы уж насыщенный был. Ну и так, тут окунь вон в кастрюльку не помещался. Будет отвар что надо. Эх, окуневая уха. По всем правилам. Правда, не на костре, но небольшое отклонение. Все время мне вспоминается какой-то старый фильм. Там был миллионер. На яхте он путешествовал. Такой большой яхте. Вот. И он пригласил к себе то ли модель какую-то, то ли, ну не знаю, девушку, в общем. И они сидели на палубе, пили мартини из таких треугольных рюмочек. Обсуждали там что-то. Ну, может, какие бриллианты ей он должен подарить или еще что-нибудь в этом роде. И вдруг она учуяла идущий откуда-то резкий запах жареной рыбы. И она такая спрашивает: как же так? Ты же такой богатый человек, у тебя такая яхта шикарная. И на палубе воняет рыбой. Из кухни доносится запах этот нестерпимый. То ли жженого лука, то ли чеснока какого-то, рыбы, вот это вот все. Он говорит: понимаешь, я прожил долгую жизнь.
Я уже не молодой человек. И за эту жизнь я многое понял. Вот видишь, у меня такая вот яхта шикарная. Помимо этого есть еще самолет, вертолет. Ну и во Франции там у меня есть поместье с замком. Ну и другие всякие есть интересные вещи. Вот. И я понял, что настоящее совершенство, оно оттеняется небольшим, едва заметным несовершенством. Так и тут. На этой яхте специально сделано так, что воздух с кухни подается на верхнюю палубу. И люди, которые там находятся, могут чувствовать ароматы кухни. Ну, конечно, не всем это, может быть, нравится, но я решил, что так будет правильно, чтобы подчеркнуть. Вот посмотри, тут интерьеры какие. Тут и мамонтовая кость, и тут и зубы тираннозавра использованы кое в каких интерьерных элементах, платина, драгоценные камни, и при этом запах жареной рыбы. И вот на этом контрасте постигается все величие и совершенство этого судна. Вот так он ей сказал, и она глубоко задумалась и поняла, что да, очень мудрый человек, мудрый. Не зря она согласилась с ним поехать покататься на яхте. Не зря. Помимо всего прочего, можно еще и научиться уму-разуму. Вот такой вспомнился мне эпизод. В связи с этим, что совершенство всегда подчеркивается небольшим, не критическим несовершенством. Когда несовершенство очень велико, то оно, конечно, портит всю картину. Так как было сказано в свое время, красота спасет мир, а некрасивость убьет. Все, вопрос пропорции, в пропорции. Ведь если не было бы темноты, мы не могли бы наслаждаться светом. Везде должен быть некий контраст. Но если будет только одна тьма, то это очень будет плохо. Ну и яркий, заливающий все свет тоже не особенно-то хорошо. Об этом и Булгаков рассуждал в свое время в диалогах там Воланда. Мы та сила там и все прочее. Это сложный философский вопрос. Не будем в это вдаваться. Наша задача поесть вкусные ухи. Ну, вот и наступил этот восхитительный миг наслаждения. Ой. Прекрасное время еды. Я сполоснул свою миску. Ну что ж, приступим. Сначала употребляется жидкость. Тут явно 2 тарелки будет жидкости. Попробуем. Чего за жидкость? Да. Вроде как по солености самое оно. А по вкусу? Прям хочется через край взять и все выпить. Но нельзя, потому что очень горячее. А еще и поперчу сейчас побольше. Ой, комары. Можно сделать и так. Опа. Добавить туда свежераздавленного
черного перца, чтобы еще больше подчеркнуть вкус этого великолепного блюда. О. Да, уж перец все-таки, когда варится, он какие-то нотки определенные вкусовые теряет. А вот когда он свежераздавленный, вот это уха. В принципе, черный перец это главное. Ничего другого особо туда добавлять не надо. Красный. Ну так, как бы это не каноническая уха с красным перцем. Черный перец, лук. Ай, комары. Но все-таки без накомарника. А красный перец, чеснок это такие компоненты факультативные. То есть для того, чтобы сделать уху, нужно рыбу, подходящую для приготовления ухи. То есть это какие-нибудь рыбы, там окунь тот же, ну можно и щуку, разные другие виды рыб. Но только не карповые рыбы, не караси, не всякие красноперки. Вот из них как бы уха не очень, на мой взгляд. Лук и черный перец, соль. И все. Этого достаточно, чтобы сделать очень хорошую уху. Ну и завтрак у меня. Завтрак аристократа. Как там, шампанское и что там они едят, аристократы, на завтрак. А у меня уха. Да какая вкусная. Прям вот хочется пить через край. Еле сдерживаюсь. А может и не сдержусь. Вот ложка вот эта, ложка-вилка. Ну, конечно, есть в ней польза. Вот, например, те же макароны есть, да, можно. Но в целом она очень маленького объема. И для супов как бы не очень подходит. Вот каши какие-то есть ей хорошо. А супы прям вот, ну как-то не то. Как чайной ложкой. Надо, конечно, приобрести более такую вместительную ложку титановую. Но это когда-нибудь потом. О, вот это да. Вот это настоящий кайф. Солнце яркое. Лето. Жарище. Лежу такой тут на коврике. Ем вкуснейшее. Просто обалденное блюдо. А у меня там еще целая тарелка. Плюс еще мясо окуня. Мясо. Одна рыбка. Ну как, небольшая, не маленькая. Ну такая вот. Весом с полкило, наверное. И дает, гарантирует полнейшее наслаждение и насыщение для человека. Ну, не очень, конечно, крупного. О, такой он прям отвар из окуня. Но вот это, кстати, немножко отличается по вкусу. Вот тот окунь в прошлый раз был как бы пожирнее, что ли, не знаю. Поэтому вот в этом жир есть, но гораздо меньше. Еще, конечно, надо было ершей тех, которые в прошлый раз поймались, не на жерлицы ставить. Это глупая была затея, действительно. Ерши очень, они такие, только для налима они применяются, а сейчас налим не клюет. И здесь, наверное, нет его. Вот. А ершей надо было варить. У них клейкость такая, слизистость.
идет. Так-то есть их без толку, там кости одни. А вот варить, да, много видов рыб есть, которые лучше отварить. Вот, например, как-то смотрел видео, там в Америке, ну, некий человек поймал карпа, а карп там рыбой сорной считается. И всю семью свою накормил, и они там плевались, вот тиной пахнет, кости, типа совсем не как форель. Ну, понятно, это не как форель, но опять же, даже того же карпа, инвазивную рыбу, называется у них инвазивная рыба, инвазивный вид. Его можно приготовить нормально, просто его надо порезать, так, чтобы он кусками был. И тушить. Тушить его минут 40 со сметаной. Ну, они, конечно, не очень любят сметану. Ну, может, просто с маслом там. Может, еще с чем. Не знаю, что там есть. С кленовым сиропом. Ну, это шутка, конечно. Вот. Тушить его, тушить. Мелкие кости за это время размягчатся. Запах тины будет тоже практически отсутствовать. Нежное, мягкое мясо карпа. А они пожарили его как форель. Конечно, ну, форель 5 минут жарят там и все. А карпа минут 40 надо тушить. Надо знать, как готовить рыбу. Какую рыбу, как, для чего. Конечно, ясно, форель лучше, чем карп. Но, опять же, если каждый день одну форель есть, тоже надоест. Разнообразие должно быть питание. Да, верно я рассчитал. Тут как раз на 2 тарелки жидкости. 2 тарелки. Опа. Ну вот остается там мясо. Приличное количество. Лук вареный я есть не буду. Меня он мало интересует. Он уже свою выполнил задачу. Мавр сделал свое дело. Может потом уходить. Мавр. И что тут остался? Один окунь. О, один окунь остался. О, ну и сытное же блюдо. Вот река подарила. О. Просто так положу, чтобы потом хрустеть ими. Тоже прикольно. Так, а чтоб комары у меня туда еще в миску прям налетят. Вот сейчас она чуть подостыла. Чуть-чуть, совсем немного. Что-то плавает, веточки какие-то. Прям вот чувствуется такой нежный рыбный вкус. Вот глупые люди там где-то в Канаде, они ловят лосося и голову сразу отрезают, выбрасывают. Ну как можно? Как можно? Из головы самый суп. Они только жарят, жарят все. Ну да ест это. Супчик-то поесть, похлебать. И там плавает ветка какая-то. Вот она. Через край. О,
О, прям вот с солью угадал идеально. Ни больше, ни меньше. Римляне, вот они были умные люди. Они лежа ели. Потому что так оно спокойней. Можно откинуться там на подушках, на каких-нибудь. Смотришь, такой бои гладиаторов. Тут у тебя блюда из языков мурен каких-нибудь. Да, жизнь была неплохая. Фу. Да, не то что наелся, объелся. А еще мясо есть, окунь. М. Да. А так вот захочешь даже вот съесть окуневый суп, где взять этого окуня? Я вот продаж что-то окуней не помню, чтоб видел. Может, где и продаются, но это не частый случай. М. Да чё, вкусное блюдо. И лук, главное, дал свой вкус. Ой, конечно, комары, да. Это минус. Но вот так подумать, что лучше? Либо холод и непроходимый снег, как тут зимой, фу, либо тепло и комары. Вот непонятно. И то как бы со своими нюансами. Ой, ой. Вот 2 тарелки супа съел. Да, после этого полежать бы, конечно. Но я, конечно, могу пойти в палатку и там лежать, чтобы комары не съели. Но это не то, надо на открытом воздухе. А тут их, ух, сколько. Все больше и больше становится. Ой, красота. Прилетела птица. Чайка, что ли, какая-то. Села прямо на верхушку сухого дуба и смотрит на меня. Ты расскажи мне, птица, где мне рыбу найти? Вон она где. Вот там сидит. Ты-то знаешь, где рыба. Почти 4 часа. Я уже собрался. Электричка в 6 часов. Но я не буду торопиться. Пойду потихонечку, не спеша. Куда мне спешить? А тут вот озеро это интересное. Вот. Все имущество тут. Сейчас
Надену сапоги. Побрызгаюсь получше рифтомидом и пойду через лес. Костер горел. Ну, я потом его разбросал уже. Вечером уже совсем, когда темно было. Около часа ночи. Не догорел. Воды как раз мне ровно хватило. То есть я варил чай. Сколько? Ну, наверное, 3 или 4 раза. Да, вчера 2 раза заваривал. И сегодня 2. Вот эти 4 литра практически. Плюс еще варил суп. Ну, тоже около литра. 2 тарелки я съел. Наверное, да. Типа того, около литра супа. То есть вот на сутки, можно сказать, со вчерашнего утра до середины дня сегодняшнего 5 литров воды, плюс еще сколько-то было у меня с собой там. Ну, литр где-то чаем. Вот это такой относительно небольшой расход воды на все самые необходимые нужды. Можно было, конечно, ужаться, чая столько не пить. Но сейчас жарко. Да и зачем мне ужиматься? Я же для удовольствия сюда приехал, а не чтобы мучиться и страдать, преодолевать. Вот тоже не понимаю таких людей, которые считают, что поход должен быть преодолением. Что там надрываться, куда-то тащиться, каждый день куда-то бежать, что-то такое, чтобы потом в изнеможении падать, есть там не пойми что. Ну, не знаю. Слишком мало у нас времени, чтобы так развлекаться. Ну да, может, это спортивный какой-то интерес. Но мне это чуждо. Неинтересно абсолютно. Спортивный там. Это должна быть часть жизни. Просто часть жизни. Нормальная часть жизни. Вот такой вот метод провести выходные. А не то, что там ломиться, куда-то бежать. Чтобы потом еще надо было отдыхать. Я считаю, что для кого-то, может быть, это и нужно и интересно. Пожалуйста. Пусть преодолевают, пусть совершают какие-то рекордные действия, перемещения, бегут там с рюкзаками по 140 килограмм. Но это на любителя, очень сильно на любителя. Мне это не близко. Вот, как вы можете видеть, никакого мусора, никаких бумажек, никаких, я уж не говорю бутылок и каких-то отбросов, ничего. Только обгоревшие дрова, да слегка примятая площадка, где стояла палатка. Все. Ничего я тут не оставил. Вот так надо действовать, а не как эти свиньи набросали, там все, что только могли. Глубинные свиньи. Еще некоторые находят оправдание таким, что вот, мол, тяжелое детство у них там было. Некогда было им культуре научиться. Нету никаких оправданий. Свиньи, они и есть свиньи. Не надо придумывать никаких для этого оправданий. Для скотства и свинства. Надо просто в лесу вести себя достойно. Да и не только в лесу, вообще в принципе. Не пакостить, не причинять зло. Ну, в общем, я думаю, это и так понятно. Ладно. Было очень хорошо. Дождя не было ночью. Сейчас тепло. Остался тут с удовольствием на неделю. Ловил бы рыбу. Смотрел бы на звезды. На летучих мышей. На всяких птиц. Но не судьба, не судьба. К сожалению, пока я не располагаю в должной мере собственным временем.
Ну, может, когда-нибудь на пенсии, если доживу до нее, то тогда, то тогда получится. Там есть одна заковыка. Может, физических сил не хватает для таких действий. Ну, посмотрим. Посмотрим, что мне суждено. Буду ли я старой развалиной, немощным стариком, или сохранятся во мне какие-нибудь силы к тому времени. Не знаю. Специально зожем каким-то особым я не занимаюсь. Ну да, вот алкоголь не пью. Питаюсь, ну, довольно рационально. А так в остальном больше ничего не делаю. Направленное на улучшение моего физического состояния. Надо, по идее, физкультурой заниматься. И все такое прочее. Ну вот, у меня единственная физкультура. Это такие вот выходы. Всякие подобные сплавы там, походы такие вот. Не напряжные, не спортивные. Так что будем надеяться на лучшее, а готовиться стоит к худшему. Это, конечно, тактика очень рациональная. Но что поделаешь. Ладно, пришло время. Пришло покидать это место. Благодарю его, благодарю. Как всегда, благодарю за то, что было хорошо тут. То, что я сидел тут, вспоминал вечером у костра многие прекрасные моменты жизни своей. Смотрел на звезды. Эх, побыл наедине с самим собой. В чистоте, в тишине. Это очень ценно. А вот это место, где я был зимой, ходил с костерком. Тут вот порублены эти березы сухие. Вот оно, это место. Когда нет снега, здесь достаточно легко пройти. А когда снег, даже до вот этого дерева дойти целая задача. И вот он, мой костер. Видно, что спили на это пилой силки. Вот так вот. Вот оно, это место летом. На память посетил. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Ну вот я и на станции. Поезд какой-то стоит с цистернами. Ни конца ему нет, ни края. Огромный. Пути. И вот тут вот сквозь асфальт пробивается трава. Лестница. И лес, птицы там поют. А мне пора уже. Пора уже скоро ехать. Вот набрал букетик такой. Эх, поеду, буду вспоминать и про окуня, и про костер, и про звезды, про все
буду вспоминать. Даже про эту лестницу. И про поезд. Если не забуду.